И снова всем привет, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами попали на новое, точнее, поселение, в Саюку. Вот, посмотрим, сейчас поисследуем, да, походим. Ну, перед этим, конечно же, мы с Серафеном пойдем и обыщем тут кое-что. Превосходный аркебуза, адрабан и бронзовых. Так, и нам еще нужно будет поговорить с Ивеной. Так, Тайбе понятно, Марафета Лиана. Ну, давайте с ним поговорим. Вы видите мужчину в кожаном доспехе, потертом и грязном. Его длинная, спутанная борода, покрыта крупинками соли, курчавые волосы не мешало бы расчесать, ногти на босых ногах обломаны. Единственная ценность, что у него при себе есть, это амулет. О, приветствую. Он колеблется, стоит ли продолжать. Могу я чем-нибудь помочь? Расскажи о себе. Ну, наверное, он с сомнением смотрит на вас, гадая, почему вы задали ему такой личный вопрос. Когда-то я был важным человеком, рыцарем Золотого Соглашения. Потом взялся за одно поручение, а выполнить его не смог. Я больше не смог оставаться в Ордене после этого, вспоминая прошлое, смотрит даль. За прошедшие годы я исследовал весь архипелаг, дисциплинируя себя и отказываясь от любых мирских искушений. Только невзгоды и страдания способны закалить душу, понимаешь? Неужели? Ну, я кое-кого жду. Точно не знаю кого, и не знаю, когда наша встреча состоится. Знаю только, что кто-то из провидцев меня ищет. Потому и жду. Как же ты тогда узнаешь того, кого ждешь? Я и не узнаю, но какая разница? У меня есть амулет, я пока жив. Это главное. Ты мне его отдашь? Нет. Меня кто-то должен найти, а узнать меня можно только по амулету. Тебе нужно поверить, что провидец найдет тебя и без амулета. Это и будет лучшим испытанием. Ну ладно. Может это и верно. Он осторожно снимает амулет, сжимает его в ладони, потом передает вам с каменным выражением лица. Так, притязание и отказ. Спокойный лик наполняет разум и душу смирением и устремленностью, повышает как получаемый, так и наносимый урон в ближнем бою. Очень странно. Только, пожалуйста, береги его. Расскажешь мне, что тебе удалось узнать за время путешествия по архипелагу? Самое ценное из моих вещей уже досталось тебе, а ты еще о чем-то просишь? Ладно, я расскажу тебе. За 3000 медяков. 3000 меди, повысить показатель проницательности и устрашения. Вот так. Спасибо тебе. Он рассказывает вам все, чему научился во время службы рыцарем Золотого Соглашения. В частности, объясняет, как распознать торговца, предлагающего товары низкого качества или по завышенной цене. Убедившись, что вас не обдурит следующий же встреченный барыга, он отправляет вас прочь. Изучено. Учеба у Марафета Лиана. Вот так вот. Бездомная кошка. Давайте посмотрим на бездомную кошку, которая дает интеллект плюс 1. Так, тут ребята о чем-то разговариваются.
Вот это, кстати, видимо, этот коралл, про который шла речь. Давайте пока... Ага, тут особо не походишь. Смотри, чтобы твой друг-пират вел себя прилично. Как тебе эта валянская следовательница Эвера? Ничего так. А что? Похоже, у нее к тебе множество вопросов. Ответы на которые можно получить только ночью. Только ночью. Не твое дело. Интересно. Тогда постарайся не шуметь, когда возвращаешься в казарму. Ага, понятно. То есть они там, наверное, развлекаются. Игровая доска истерлась и покрылась царапинами из-за частого использования. Он, оказывается, зазывает заклинателей вод. Будет война, я говорю. Так, 3 заклинателя, можно с ними поговорить. У входа в общий дом широкоплечий мужчина с длинным шрамом на лбу спорит с женщиной. Он скидывает руки наверх, собираясь закричать, но женщина прерывает его на полусловие. Я не вернусь в общий дом, Уэта, никогда. И больше я обсуждать это не хочу. Она упирает ладони в бедра и вызывающе задирает голову. Почему ты такая упрямая? Рауатай оказывает нам большую честь, а ты плюешь им в лицо. Уэта замечает, что вы слушаете, приглашает голос. Что тебе нужно? А, что-то не так? Нет, мы с сестрой просто разошлись во мнениях. Уэта потирает шею и смущенно отводит взгляд. Я кричу на тебя, потому что ты говоришь, как эти Рауатай. Послушай себя, мне за тебя стыдно. Что не так с народом Рауатай? Не обращай внимания. У нее зуб на наших друзей с севера, и переубедить ее невозможно. Уж я-то знаю, пробовал не раз. Он бросает на Типу раздраженный взгляд и закатывает глаза. Неужели это так глупо, защищать свою культуру от алчных соседей? Нашу культуру. Она плюет на землю между вами и стискивает зубы. Они приплывают на кораблях, заваленных товарами, и считают, что это дает им право строить стены на нашей земле. А потом удивляются, что мы не падаем к их ногам и не орошаем их слезами благодарности. Получается, что Рауатай, она права. Экира, не поощряй ее, иначе это никогда не кончится. Мы все знаем об опасностях архипелага, пиратах, колонистах, детях Нгати. Мы не раз побеждали их в прошлом. Нам не нужны их стены, и уж точно нам не нужны эти общие дома. А почему ты поддерживаешь Рауатай? Мы видели много бурь, но в прошлом году было несколько особо сильных штормов, один за другим. Весь наш урожай каики пропал. Нам грозил голод, и тут Рауатай прислали свои корабли. Много еды хватит до следующего урожая. Они могли оставить нас умирать, но не сделали этого. Это была лишь уловка, чтобы мы стали зависеть от них, Экира. Мы приняли их еду и помощь, а теперь мы живем в их строениях и смотрим на море с их стен. А общие дома здесь при чем? Типа ворчит. Фу. Очередная шуточка Рауатай. Когда бури разрушили наши хижины, они не стали восстанавливать их, хотя мы просили. Вместо этого они построили общий дом. «Почему вы не единый народ?» – спрашивают они. «Почему вы разделены?» Они думают, что знают, как нам жить, но это наше дело, не их. Командир флота говорит, что мы слабы, потому что не едины. Она не понимает, что сила Уана именно в различиях. Она не хочет видеть ничего дальше своих рауатайских делишек. И Уана, и Рауатай, Аумауа, почему бы не объединиться? Под чьими знаменами? Рауатай? И чем это отличается от завоевания? У нас есть земли и ресурсы, необходимые Рауатай, а у них военная мощь, которой не хватает нам. У нас общий предок. Почему бы не создать единую культуру? Вместе мы будем сильнее. Я говорю, если ты в это веришь, ты даже глупее, чем мне казалось. Уана должны найти собственный путь.
Экера, не нужно мне все это рассказывать, но все равно, спасибо за поддержку. Типа кивает и сдержанно улыбается вам. Так приятно, когда тебя слышат и понимают. Когда чужестранец поддерживает тебя, и брат уже не одолеет нас двоих. Если мы окажемся между Вайли и Рауатай, с нами будет покончено. Нам нужен сильный союзник, если мы хотим пережить тяжелые времена. Это грустно качает головой. Он пытается положить руку на плечо сестры, но та стряхивает ее. Ее губы презрительно кривятся. Общий дрон Гуана. Это очень деликатные механизмы. Отметины на теле рыбы показывают, что в водах вокруг Саюки обитают огромные миноги. Такуа. Вы подходите, и торговец рыбой одаривает вас широкой улыбкой. Он взмахивает рукой, приглашая вас подойти, и показывает вам последний улов. Что у тебя есть на продажу? Все дары моря и многое другое. Он указывает на прилавок с дневным уловом. И тут получается все еда. Скидка на предметы, кстати, есть. Так, а какой, кстати, доспех у нас у нагрудник отличного качества? Тут подбитая кольчуга Серафина, средний доспех. А кольчуга у нас, по-моему, была какая-то. Был пластинчатый доспех, старый на ветерке мира. Кольчуги сейчас у нас, по крайней мере, нет. Ты еще встречаешься с той женщиной Куару? Смотри, чтобы твой друг... Так, мы поссорились. Из-за чего? Ты встречался с ее братом, Тану? Не может быть. Ну, что тут скажешь? Вот так я крут. Не знаю, о чем была речь сейчас, ну ладно. Девушка облокотилась о прилавок и смежила глаза. Она резко просыпается, едва заслышав поскрипывание ваших сапог, и сразу же начала что-то натирать, тщетно изображая занятой вид. Что? Чем могу помочь? Она украдкой утирает слюну с уголка губ. Что ты можешь рассказать мне об этом месте? Саюка, как по мне, та еще дура. Только не передавайте моих слов командиру флота. Кстати, вот эта женщина похожа на ту, которую мы по квесту грязное белье делали. Место, куда обычно отправляют тех, у кого на глазах разорвало в клочки верного друга, или произошло еще что-то в этом духе. Разумеется, так было только до тех пор, пока чокнутые друиды с болот не стали насылать на стены своих медведей и диких кошек. Как так вышло, что человек служит в королевской компании архипелага? Ха! Частый вопрос, хотя и вполне понятный. Это славная история. Она извлекает из сапожных ножен длинный тонкий нож, которым начинает чистить ногти. Мне повстречался один малый, назовем его, скажем, Коно. Мы с ним какое-то время гуляли, прежде чем я начала шуметь, что хочу более серьезных отношений. Бедняжка так перепугался, что прямо посреди ночи побежал записываться в королевскую компанию архипелага. Вот только незадача. Я отлично лажу с метательными ножами и владею примерно 10 видами клинкового оружия. Так что я тоже поступила на службу. Потянула за нужные ниточки и попала на хороший корабль. Со временем Коно свалил учиться поэзии или чему там еще, а я осталась. Возражать никто не стал. Что у тебя есть? За осмотр денег не берут. Она театрально поводит рукой, указывая на свой товар. Копье, двуручный меч. Дает красная слеза. Врезанный в эфис самосвет черпает ауру из внутренних запасов, оставляя большую часть запаса здоровья персонажа.
Щит вот эстетичного качества. Цепь. Так. Пойдем в мастерскую заглянем. Еще, правда, мы не были в левом углу. Здесь, получается, мы все смотрели. Ну, давайте сначала здесь пробежимся, например. Не очень большое, как оказалось, поселение. Не верю. Войдя в мастерскую, вы увидите там валианскую ученую Веру и рослого Аумууа. Они горячо спорят. Он яростно жестикулирует, рот его перекошен так, что видны заостренные зубы. И Вера смотрит на него, уперев руки в бока. Когда Аумууа замечает вас, его глаза расширяются. Вольный каральщик. Ты! Здесь строжайше запрещено находиться кому бы то ни было, кроме работников компании. Что ты здесь делаешь? И Вера. Тише, Амико. Это ж тот Кассита, что собиралась прислать Хазануи, верно? И Вера закатывает глаза. Это я, чем могу помочь? Слава богам! Коралл в бухте разросся до невероятных размеров, и мы не знаем, как остановить дальнейший рост. Мы уже все головы сломали. Он вытирает пот со лба носовым платком. Я пришел к выводу, что причина в каких-то магических помехах. Насколько я знаю, это некие магические волны, исходящие откуда-то с дна моря, недалеко от юго-восточного побережья острова. Судя по записям Уана, раньше на этом месте находились древние ангвитанские руины, Сигнат Мор. Я не сомневаюсь, что причина бурь где-то в этих руинах. Пергуону. Вот, возьми. Настоящее произведение искусства, Ач. Она снимает с ближайшей полки большой круглый шлем и протягивает его вам. Снаряжение ныряльщика. Массивный медный шлем достаточно крепок, чтобы выдержать сокрушительное давление морских глубин и при этом обладает ограниченным запасом доступа. Этот шлем позволит тебе дышать под водой некоторое время, которого должно хватить на то, чтобы найти причину проблемы. Если ты поторопишься, конечно. Я очень постараюсь. Королевская компания Архипелага благодарит тебя за помощь, Хранитель. И отвагу. Аурет Аугори. Так, ну ладно. Здесь, я так понимаю... О, так здесь можно порыться вроде как. Хазануи потребовала установить еще пушки. Нужно выполнять. Нельзя, вес слишком большой. Уже и запас на балласт задействовали. Так увеличь размер балласта, делов-то. Это как? Когда весь корабль надо увеличивать. Жалуйся Валианке, это ее заботы, не мои. Так, тут еще есть какой-то хету. Не путайся под ногами. Ну ладно. Так, это кража уже будет. Вот это вроде еще пока не кража. Так далеко странствуют лишь два народа, твой и наш. Из-под брезента пахнет полиролью для латуни и машинным маслом. Они там делают, что ли, подземную, точнее, подводную лодку, похоже. Раутайский солдат. На нас напали! Постарайся сдерживать их, а я предупрежу остальных. О чем ты говоришь? Нет времени, мне нужно предупредить инженеров. Мститься югом. Сезон охоты.
Медведь. Причем на уровень повыше, чем мы. Болотный друид. Интересно, как это он сейчас исчезал только что. Так, это что, все? Нет, не все. Угу, задание обновлено. Говорит с командиром. Понимаю, что мы справились. Да, ребята. Я подозреваю, что все это, кстати, с друидами и связано. Только вопрос в том, болотные друиды это вообще типа что? Это разумные друиды или не вообще? Одинокая собака, кстати. Шеба. Шеба восприятие +1 дает. А этим лишь бы рассказать по поводу пиратства. Сезон охоты. Мне сказали, что ты помог нам с этими друидами. Отличная работа. Получили 500 меди. Друиды изводят нас с самой нашей высадки. Твой отряд достойно сражался. Она смеется. Для инженеров ничего нет. Ничего тяжелее карандаша в руках не державших? Несколько дней назад я отправила небольшой отряд, чтобы усмирить их, но с тех пор о них ничего не слышно. Если честно, Алиторн, думаю, их убили. Отразить следующее нападение будет просто некому. Мы, Рауатай, сильнее многих, Алиторн, но мы все же инженеры. Нас не готовили к битвам. Учитывая твою прежнюю помощь нам, я надеялась, мы сможем положиться на тебя в трудную минуту. Продолжай. Отправляйся в болото, куда я отправила отряд. Там ты найдешь главных друидов. Убей их. Если ты это сделаешь, королевская компания архипелага будет перед тобой в долгу.
А я буду премного благодарна. Как-то прям такой straightforward, говорится, квест. Так. Так, мастерская, выйти, рынок, общий дом. Давайте в общий дом заглянем. На рынке мы уже были. Общий дом — это единственное место, где мы еще не были. За всем этим шумом вряд ли даже Нгати услышит мои Уатури. Как смеют Рапару учинять такой раздрай в моем доме? Чем вообще думают болваны из королевской компании? Огромный Лана мрачно оглядывает здание, сжимая кулаки. Как минимум, королевская компания Архипелага отстроила вам дом получше. Мне не нужен дом получше, мне нужно личное пространство. Он скидывает руки в молчаливом вопле. Обитатели общего дома начинают шептаться, видя возмущение Матару. Чего тебе нужно? Как же получилось, что Саюка под властью королевской компании Архипелага? Даже величайший из всех Матару не сможет ничего противопоставить военным кораблям Роуатай. Воин печально качает головой. У тебя комната получше, чем у других. Я Матару, воин. Наилучшее жилье принадлежит мне по праву. И все же я не могу показать самое дорогое, что у меня есть, бабушкин боевой молот. Опасаюсь, что его сопрут Рапару. Безумие какое-то. Зачем Рапару красть у тебя? А они ничего больше не умеют. В конце концов, Уана перерождаются в Рапару неспроста. Он едва сдерживается, чтобы не закатить глаза. Видимо, вот тут этот молоток. Ну ладно. Ящики, набитые личным скарбом, который не поместился в общий дом. Ты же с нового корабля, кажется, непокорный. Через верх, затем через низ повернуть. Отлично. И Кера, все выглядит так просто, когда это делаешь ты. При вашем приближении Куару средних лет вопросительно приподнимает брови. Ее руки слишком перегружены веревками, сплетенными из тростника, чтобы как следует поприветствовать вас. И рядом с ней стоит пожилой Рапару, неуклюже пытающийся сплести свою веревку. Привет! Пришел посмотреть, как я плету ковры? А Сарура учит меня, дергает он подбородком в сторону стоящей рядом женщины. Уголки его губ подергиваются так, словно он пытается скрыть улыбку. Что скажешь, странник? Мне кажется, или для Куару с Рапару необычно делать одну работу сообща. Так и есть. Но я всегда восхищался чудесными коврами, которые плетет Асаура. Пожимает он плечами. А Нендунга способен починить что угодно. Разве не разумно нам поучиться друг у друга? Хоть она и улыбается, говоря это, в голосе Асаура слышны оборонительные нотки. И, похоже, ей не раз уже доводилось так оправдываться. Экера, особенно из-за того, что нам всем приходится терпеть Уатури. Старик лукаво улыбается и игриво толкает Асаура локтем. Это точно. Асаура, посмеиваясь, отталкивает его руку, но затем, словно припомнив нечто связанное с Уатури, кривится так, будто он вкусила недозрелый плод каики. Вам не беспокойно от того, что все касты проживают под одной крышей? Все хорошо. Вот бы еще у Атури отучить раскидываться во сне, подобно пальмовому листу. Экера, этот мужлан храпит так, что кажется, будто разразилась гроза. Она весело фыркает, а Недунга раздражается хриплым смехом. Если честно, здесь маловато места, чтобы плести ковры, и я уже несколько недель не могу побыть в одиночестве. Зато мы смогли обзавестись с новыми друзьями, заканчивает за нее Недунга, тепло улыбаясь. Научишь меня плести ковер? Ха! Это навык не из тех, что можно изучить за послеобеденным отдыхом.
Но если так хочется провести несколько месяцев в нашем общем доме, то добро пожаловать. Его сотрясает глубокий гортанный смех. У нас есть кровь, я говорю. Кровь, я говорю. В целом неплохо, если не считать того, что спать приходится словно наваленные друг на друга свитки. Сора подхватывает смех. Попутного ветра тебе, странник. Ну, это, кстати, неплохо. Что они начинают... Эти почти одинаковые кровати сделаны добротно, но почти не дают возможности уединиться. Все. Получается, только вот там вот в латуре, да, попытаться как-то его отвлечь. Но я не думаю, что это возможно. Ну, хотя, в принципе, это возможно. Украсть молот попробуем сейчас. Ладно, не будем пробовать. Все-таки его молот, он воин. Это просто Серафен хотел это сделать. Так. Ну что ж, здесь туда на стену не подняться, значит только сюда путь. Адровое сияние. Я не помню, кстати, откуда взялось это. Так, Саюка. Покинуть город можно. Пешком. Какой-то он так визуально на картинке-то побольше выглядит, чем на самом деле. Так, сохранение болота. Вот еще что-то. Давайте сначала к захоронению. Андритара. Свиток природной метки. Так, а куда нам тогда нужно было по второму заданию идти? Так, это сезон охоты, а второе было необузданный рост. Отправиться к подводным развалинам Сигнат-Мор. На морском дне у южного берега. А, это вот там вот, видимо, где горит. Так, найти и убить лидеров друидов. Просто вот найти и убить лидеров друидов. А почему это все произошло? Зачем их убивать? Ничего не говорят. Нам это знать не нужно.
Опа. Вставайте, вставайте, защищайте болото. Ну, отлично. Эти лианы собрали столько же душ, сколько и я. Надо держаться от них подальше. Так, а туда мы перейти не можем, да? Только может собрать получится сейчас. Да. Но они, надеюсь, не двигаются. Поэтому мы сейчас попробуем просто вот так вот встать. Вот так вот подняться. Ну ладно, просто повоюем, короче. Потому что они издалека тоже пуляют. Неплохо. Так, давай-ка, Алотик. Долбанем по ним огненной стеной. Ух ты, блин. Так, ребятки, ладно. Ладненько. Так. Пускай лот сделает вот так. Так, подождите. Короче, на лота у нас нападают, поэтому мы сейчас попробуем его сзади оставить. Здесь где-нибудь вообще. Алота, Зоти и вот так. Вот так вот. А эти вдвоем пойдут вперед. Так, я здесь становлюсь в оборонительную стойку, здесь тоже. Здесь будет тоже. Так, а вот теперь Алотик у нас устроит им жарку. Ураган священного огня. Ну, вот это уже получше. Правильное позиционирование наше все. Камень оберег, знак кошмаров. Я сейчас подозреваю, что здесь где-то знак кошмаров мы увидим. Бежонок. Стойкость плюс 8. Вот это уже что-то новенькое.
Опа. Скрытие нестресин. На 2 уровня выше нас. Вот это мне уже не очень нравится, ребят. Но по уровню нам подходит, типа, это задание. Странно. Так, ну ладно, тогда действуем так же, как мы действовали. А, кстати, у нас, смотрите, эдер почему-то вот так вот. О. Они не собираются к нам возвращаться или... Странно. Так, Спорлинг здесь. Болотный варвар. Ну вот и скрытие не идет. Так. Здесь уже придется так постараться. Так, это наш кто-то? Да, это Эдер. Так, круг исцеления. Не, давай вот сюда. И здесь круг исцеления. Так, это Эдер. Друида убили. Короче, один скрытен, он медленный, но поэтому мы, видимо, из-за того, что на 2 уровня выше нас, мы с ним и справились. Знак боли. Вот один тут труп, видите? Так, ну ладно, пока идем дальше. Тут у нас...
Все? Я думал, тут прям драка будет. Но мы еще не добрались до того места, в которое нам нужно попасть. Потерявшаяся кошка. Твикс. Дает максимальное здоровье плюс 15. Это неплохо. Так, что-то мы куда-то, по-моему, не туда пошли. Кажется. Что здесь ничего нет. Вот сюда нужно идти. Ну ладно. И, кстати, если вы заметили, ребят, очень давно мы не находили никаких скрытых вещей. Вот, может быть, наш навык восприятия все-таки недостаточно прокачан. Я его, правда, особо специально-то и не качал. Так. Видимо, нам сюда. Осенний, летний друид. Все друиды, короче, здесь. Но они пока вроде бы не враги нам. Ладно, сохранимся. На поляне вас ждут 4 друида богоподобных. Смертельные лунные богоподобные о чем-то шепчутся, иногда взглядывая на вас. Природные покачиваются на пятках, прикрыв глаза, а огненный сжал руки в кулаки и скрежещет зубами. Каждый твой шаг пачкает землю. Почему ты загрязняешь святое место? Я пришел, чтобы положить конец вашей вражде с королевской компанией Архипелага. Роатайские захватчики проникли на нашу священную землю и отвергли наше предложение о переговорах. Это они виноваты в конфликте, не мы. Пламя в волосах Лета вспыхивает еще ярче. Осень осторожно успокаивает своего огненного друга. Почему мы должны думать, что ты отличаешься от них? Любопытство Осени неподдельно. Она хочет услышать ответ. Ваши разногласия с королевской компанией Архипелага угрожают острову. Я хочу предложить мир. Твои слова убедительны, но мира между нами и захватчиками быть не может. Кто-то должен покинуть остров. Мы или они, но мы уходить не собираемся. Уходи, хранитель, и не возвращайся, если не ищешь скорой смерти. Дайте сначала осмотреться. Хватит глазеть, убить нарушителя. Ну, замечательно. Интересно, вот как-то можно было, типа, ну, по-другому пройти? Если ребята вдруг проходили это задание, будет интересно услышать, смогли ли вы договориться с ними каким-то образом. Ага, здесь еще один дроид остался. Так, я убил лидеров друидов, как того и просила командир флота Акая. Надо ей об этом сообщить. Милость святого Амаку. Превосходное качество. Убийство восстанавливает ближайшим союзникам плюс 10 единиц здоровья. Эффект зависит от показателя религии. Огонь, глотки, наркотики.
Яшмовая фигурка тигра. Эффекты крупный тигр. О, вот это интересно. Можно призывать. Мы, кстати, давненько никого не призывали. Может быть, если бы я сам был друидом, только в этой ситуации. Или если бы я нажал уйти и потом вернулся бы через какое-то время. Ну, я думаю, что мы не будем перепроходить. Все-таки мы стараемся не злоупотреблять загрузками, сохранениями. Так, это у нас жилье командира флота. Главные дроиды мертвы. Превосходно. На тебя и вправду можно положиться. Теперь нам никто не помешает заготавливать лес. Что касается твоей награды, мы отобрали целую гору оружия у пиратской банды, вынюхивающейся сведения о Саюке. Естественно, мы используем только оружие установленного образца, так что я буду благодарна, если ты заберешь это до того, как кто-нибудь из моих инженеров наделает глупостей. Она сует вам в руки охапку граната, сверху укладывает мушкетон. Лирическое разъяснение Зефы. Сотрясающая бомба, граната. Давайте посмотрим, что там за оружие. Эмпирическое разъяснение. Так, давайте вот так вот. Мушкетон. Это мушкетон. Неточность. Урон от критического попадания. Мультивыстрел, пробивание. 15 урона как чистый. Отбрасывание материи при критическом попадании цель отбрасывает назад. Не знаю, насколько это хорошее оружие, честно говоря. Так, ну что ж. И теперь получается все. Алот, можно тебя кое о чем спросить? Ответ нет, пока еще никого не останавливал. Ну, я пыталась заговорить с Эдером, но ничего не получается. Он какой-то отстраненный. Он сражается в первой линии не потому, что хорошо умеет обращаться с мечом. Просто он непрошибаем, как камень. Надо сказать, что намеков он совершенно не понимает. Ну, не надо делать вид, что все совсем безразлично, безнадежно. Так, по морю, получается, нужно выйти. Да, вот Сигнат Мор. Я думаю, ребят, что сюда мы спустимся уже в следующей серии, потому что время данной серии уже подошло к концу. Вот, в принципе, сегодня у нас довольно таки продуктивная серия, но я не совсем доволен тем, как мы обошлись с друидами. Все же я не хочу нарушать, знаете, баланс вот этот вот, да, то есть я не хочу вмешиваться в эти дела, но, к сожалению, в играх
это чаще всего подразумевает, что нельзя сделать квест. Вот, и это не очень хорошо. Ну, в любом случае, на сегодня это все. С вами был Элиторн. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы, ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. До следующей встречи.